Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня я хочу вам показать, как задекорировать вот простую заготовку. Я одна из моих подписчиц спросила, почему игрушки новогодние, пусть они будут весенние, и прямо повеяло весной. А как вы считаете? Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. И работу начну с того, что задекорирую шар вот такой вот лентой с петельками. И первую ленту подклею, где шар склеен вместе. Вот я подбираю, беру клей, наношу на ленту. И подклеиваю к шару. Как обрабатывать шар, видео есть у меня на канале и с шелком, и с сатином. Ссылку я оставлю. И вот так наношу клей и подклеиваю одну часть и затем крест-накрест. Вторую ленту подклеиваем под углом 90 градусов от каждой ленты. И если вы не уверены на глаз, что у вас все ровно получится, то берем иголочки и вот так вот подклеиваем, закалываем, то есть, чтобы вы знали, что между лентой, между иголочками подклеить ленту. Убедились в том, что все ровно. Теперь отодвигаем ленту, наносим клей и, конечно, подклеиваем. Я наношу достаточно много клея, но вот так его распределяю. И теперь ровно между иголочками подклеиваю. И в этом случае у меня получится все ровно и красиво. И продолжаю работу. И еще одно примечание. Если вы будете пришивать сюда кисточку, то, конечно, эту ленту лучше тут не подклеивать. Просто оставить не подклеенным вот здесь и продолжить дальше подклеивание. Все вымеряем, лишнее отрезаем и, конечно, все обрабатываем огнем. И продолжаем подклеивание. И теперь пришью кисточку. Узелок я спрячу под лентой. Вот, затянула его туда. Еще закреплю несколько раз нитку. Новая иголка еще не привыкла. И все ниточки я тут спрятала. И теперь подошью саму кисточку. Ничего сложного. И несколько раз туда-сюда. Так неудобно под камеру вам показывать. И новая иголка. Очень извиняюсь за задержку. И подшиваем. Кисточку 3-4 стежка. Надо определиться с тем, где у вас будет перед. И, конечно, украсить верхушку. Также все вот это вот скрыть. Здесь я уже использую горячий клей. Вот так аккуратненько наношу клей. И под натяжением подклеиваю. И вы видите, какой красивый верх получается. И продолжаю работу. Декор у меня будет в середине стразовая цепочка, и по бокам будет жемчужная цепочка вот такого зелененького цвета. Вот так все это будет смотреться. И я работаю вот на такой вот картонке. Это не картонка, пластмасска, это листы продаются. И на этих картонках очень удобно работать, вот подклеивать стразовые цепочки. Сейчас покажу как. Вот я, например, наношу клей. Прямо на пластмасску наношу. И сейчас вот эти все прямо вот так на клей их подклеиваю. Все края, чтобы были вместе. Сейчас я все выравниваю, зажимаю и даю закрепиться.
И у меня ничего никуда не убежит. И стол не испачкается. Вот я оставлю закрепляться и затем покажу, как дальше работать. Теперь я беру заготовку, наношу клей. Достаточно много, чтобы подклеить сразу все цепочки. И теперь я просто беру свои 3 цепочки и укладываю. Они уже склеенные, и все получится ровно. И даю закрепиться. И вот здесь на макушке я подклеила не вплотную, а оставила место, так как у меня здесь будет еще задекорирована верхушка. Можно задекорировать верхушку, а затем уже все остальные ленты. И теперь я отодвигаю 2 в одну сторону, 1 в одну сторону, как вам удобно. Придерживаю вверх, вот наношу снова клей, наношу много и при этом его размазываю. Беру сначала среднюю цепочку и вот эти крайние цепочки накладываю вот так. 1 миллиметр оставляю между, вот вы видите, и теперь пальчиком соединяю. И клей как бы поступает между цепочками и склеивает их между собой. Вот получается вот так. И продолжаю работу. Доходим до кисточки и объясню, как делать дальше. Среднюю цепочку подрезаем у кисточки, придерживаем, вот все подрезаем вплотную и подклеиваем ее. Наносим клей. Пинцет потеряла. Так, где пинцет? Вот он. И подклеиваем. И сейчас вот этими 2 цепочками мы обогнем кисточку. При этом вот так все отодвигаем. Наносим боковинки клей. Вот так. Со второй стороны. И теперь пододвигаем очень аккуратно. С одной стороны и с другой стороны. И вот здесь охватываем как бы с другой стороны кисточку. Даем закрепиться, при этом всегда вот так шар просматриваем, чтобы у нас все получилось ровно. Даем закрепиться и вернусь к вам. На другой стороне кисточки подклеиваю сначала середину. И затем уже буду подклеивать все вместе. Вот, даю закрепиться. И затем все подклею вместе. Сейчас вернусь к вам. Теперь, когда средняя цепочка закрепилась, по краям наношу клей с одной стороны, с другой стороны. И все подклеиваю. Все совмещаем и даем закрепиться. И продолжаем работу. Также наносим клей теперь на всю ленту. Распределяем. Подклеиваем среднюю цепочку и боковинки. Вот 1 миллиметр оставляем с этой стороны. И теперь пальцем все вот так совмещаем. И продолжаем работу. Вверх я подклею по отдельности цепочки. Можно все вместе, кому как удобно. И, наверное, для начинающих удобнее будет сразу подклеить вверх и потом все остальное. Вот я все совмещаю. И по всему диаметру макушки подклеиваю первую цепочку. Теперь вторую цепочку и повторю тот же узор, что и на боковинках. Лишнее подрезаем и все подклеиваем. И затем третью цепочку. Ничего сложного. И продолжаем работу. И продолжаю работу от кисточки. Подклеила 3 цепочки вместе. Нанесла клей,
и подклеиваю их на ленту. И обязательно подклеить все края. И продолжаю работу. Шар у меня украшен, и на этом этапе отправляю его сушиться. Сейчас будем украшать бабочки. Это будет для украшения шара. Верхнюю часть заготовки я решила украсить вот этой цепочкой. Поэтому вот так по кругу в 3 ряда я все закрою. Лишнее, конечно, подрезаю и все подклеиваю. Здесь у меня уже 2 ряда и еще 1 ряд. 3 ряда у меня смотрят наверх, и 4-й ряд я подклею вот таким образом. И у меня получится ровная макушка. Просто нанесу клей на край и все подклеиваю. Вот что получается. И продолжаю работу. Когда мы все подклеили, берем и прямо вот так пинцетом все надавливаем и выравниваем. Если где-то что-то не ложится, добавляем клей и подклеиваем. Но у меня вот все ровно. И сейчас я зафиксирую бабочку, чтобы она у меня ровно лежала. Я просто наношу клей и подклею ее. Напоминаю, я работаю вот на этой пластиковой картонке. Сейчас я беру клей. Можно использовать любой клей универсальный. Я хочу попробовать вот этот. И вот прямо на бабочку наношу вот в эти отверстия тут клей. Так, бабочка у меня еще не подклеилась, поэтому я поближе вам покажу. Вот. И прямо в эти отверстия я посажу камни. Очень хорошо ложатся. Вот вы видите. И здесь уже вы сами решаете, где вы хотите подклеивать камни и в каком порядке. Я просто вот наношу вот так клей, покрываю и подклеиваю камни. И здесь уже, я говорю, вы сами решаете, как, куда вы хотите подклеить. Так можно украсить любую филигрань. И вот здесь я еще украшу. Очень хорошо ложатся камни. И продолжаю работу. Вот что у меня получилось. И сейчас вот здесь добавлю большие стразы. И здесь поменьше. И также украшу вторую сторону. И на середину я подклею жемчужину. Нанесу достаточно много клея и немного на края вот этих камней. Прямо делаю такую платформу. И подклею жемчужину. И даю закрепиться. Вот какой стала моя бабочка. Отправляю сушиться, и пока подготовлю ленты для бантиков. Бантик это будут усики. И чуть не забыла, надо же украсить кисточку. Подклеиваю сначала ленту, а затем стразовую цепочку. Я подклеила 3 цепочки вместе и сейчас задекорирую полностью кисточку. И продолжаю работу.
Моя игрушка готова, и получилось очень нежное сочетание. И если просто приклеить бабочку, то чего-то не хватает. А если сделать ей усики и еще и разного цвета, то будет очень симпатично. Я беру ленту 3 миллиметра, подклею, чтобы держалась совсем чуть-чуть. Одну ленту и вторую. Немножко руки вклею. Вот так, одну повыше и другую пониже ленту. И бабочка, и совсем другой вид. Посмотрите, красота. И теперь я аккуратно подклею вот сюда ленты. Дам закрепиться. И сюда подклею бабочку. Конечно же, не забываем обработать огнем все края лент. И сейчас посмотрю, как она лучше будет смотреться. Вот, мне кажется, что вот так на бок лучший вариант. Примеряю и нанесу клей и приклею. И, конечно, дам закрепиться. Сегодня я вам показала, как из простой заготовки можно сделать вот такую. И прямо повеяло весной. Одна из моих подписчиц спросила, а почему игрушки новогодние? Давайте сделаем весенние. И, по-моему, у меня это получилось. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.